Hey everyone, I'm Cynthia Conti for Ring TV, and you know what? I am bringing you something so special that I know you guys are jealous because I'm jealous of my own self. But the man sitting next to me, I got Mr. Gennady Triple G Головkin. We're here at Big Bear, the Summit Gym. This is what technically your second home, maybe even your first home, I would say. I mean, you're always here, correct? Yes, correct. Yeah. Welcome to my home. Yeah, I more time stay here in Big Bear in my gym. Okay. Well, you know what? There's so many questions, and let's just get down to it. The other day, there was some news that was the world learned about Canelo Alvarez. There was small traces of clenbuterol. So when you received that call from Tom Loeffler, your promoter, what immediately went through your mind? Ну, во-первых, наверное, я удивился, что это произошло, потому что, зная Канело, зная его команду, я не ожидал, что они будут использовать какие-то медикаменты или запрещенные вещества. То есть это очень неприятно просто-напросто было наблюдать за этим, так как мы за спортсмены, мы за чистый спорт, и хотелось бы видеть, чтобы это было не борьба именно спортсменов, а не борьба лабораторий. Мы, да, так как мы спортсмены профессиональные, неприятно было наблюдать за его командой, что они пошли на это и пользовались этими медикаментами, этими запрещенными препаратами или еще чем-то либо, что их тест показал позитивно. Да, и я хотел бы просто, что все было честно, чтобы мы боролись именно по спортивному, а не лабораторными методами. When we've always known, and Abel Sanchez have said this to the press, and we've all known this even with you, that you want the level of respect from boxers on a playing field, the same playing field. So with this now intact, are you a little worried that this rematch might be postponed on May 5th? Да, я думал, что это все сейчас в такой ситуации находится, что под угрозой. Я думаю, что это все под угрозой. И здесь принимать решение не я буду, а для этого есть комиссия, для этого есть законы. Я как боец, то есть я бы, конечно, хотел этого боя, но опять, наверное, повторюсь, я хотел именно чистого, правильного, справедливого боя, а не борьбу медикаментами. И я как спортсмен, я хочу сказать, что я готов боксировать, но если у нас что-то не получится, для этого есть комиссия. Комиссия, она принимает решение. То есть комиссия уже должна принять решение, если тест позитивный, либо мы боксируем, либо мы не боксируем. No, do you even know what clenbuterol is? Did you Google it? Did you, Abel and Tom, did you guys sit down and look at it, at what it is? It is obviously used with athletes, but it's also used for bronchitis, for breathing. Did you know any of this beforehand of what it was? Нет, многие люди уже знают об этом, и это не новость, это уже давно. То есть здесь даже о бронхите, либо о мясе не стоит разговаривать. То есть есть простой показатель. Либо у тебя тест позитивный, либо у тебя тест не позитивный. То есть здесь либо ты, скажем так, на допинге, либо ты не на допинге. Для этого есть комиссия. Здесь не надо углубляться или там для чего-то говорить. And that's the one thing also Abel has always pushed for you to always be tested regardless at any time, because they want to prove that your strength is natural strength. It's not injected, it's not from a pill. And I think a lot of boxers should be able to take that cue from you. Now in this, with all of this said and done, you're in such happy spirits. Why is that? Usually if someone heard something this detrimental, so close to your fight, that you just had the press conference last week, you're in happy spirits. Why? Меня постоянно тестируют, меня постоянно проверяют. Это уже, я не знаю, последних, наверное, 20 лет, начиная с любительского бокса, начиная с чемпионатов мира, Олимпийских игр, кончая профессиональных. То есть я последних 8 лет как чемпион мира, то есть я постоянно на тесте у ВАДА. Ни разу не было такого, то есть я даже не представляю, по крайней мере, я никогда не пользовался, и моя команда,
она настолько честная и откровенна, что она говорит так, заявляет о том, чтобы меня постоянно проверяли. Она и хочет показать, что мы полностью за чистый спорт, за чистый, что мы уважаем свой спорт. И многие спортсмены, многие настоящие спортсмены, кто за чистый спорт, они, конечно, согласны давать тест и сдавать тест и показывать это. Тем самым они показывают свое уважение к спорту. Сейчас эта ситуация показала наше отношение к своему любимому делу, к своему спорту и отношение, то есть команды Альвареса ко всему делу. То есть я очень рад, что я вернулся в зал, я очень рад, что моя команда со мной, я очень рад тому, что мы начали работать именно, что мы вместе и начинаем работать к нашему следующему бою. Now, with that said, you're happy. We're very excited to see you back in the ring. If this rematch doesn't happen, what would be the next step? We have Billy Joe Saunders still calling you out for unification. Я все же надеюсь, что наш бой случится 5 мая, так как я хотел бы побывать еще раз на этом уровне, так как это самый большой бой в мире бокса сейчас. Ну, конечно, если комиссия скажет, что этот бой не получается, так как у него позитивный тест и то есть определенные законы есть и правила. Конечно, будет второй шаг, я думаю, да, в направлении это Билли Джо Сандерса, так как моя мечта это собрать все пояса. For my dream, yeah. Oh yeah, that's so true. And the ring belt, you need our belt, you know that, but someone has it right now. Это политика, я не знаю, на протяжении 8 лет я чемпион, и я не знаю почему, что меня в ринг-магазин, вообще даже и магазин, и пояс в ринг, почему они меня даже близко не подпускают к этому. То есть здесь идет политика, и понятно от кого. You were on the cover. Да, это только последний раз, что случилось, потому что люди уже начинают прессинговать. Почему у вас настолько все нечестно? По отношению... Почему так нечестно по отношению к зрителям и к болельщикам бокса? Я повторюсь, это не моя проблема, это проблема хозяев этого всего, кто владеет этим всем. And I'm going to repeat myself, this is not my problem. This is a problem of the owners of this business. And Boxing is boxing. Everybody You just understands, fight. yeah, exactly. Now, with this rematch, what are you going to be able to show your fans? I mean, this is the rematch everyone has wanted to watch. Again, millions from all around the world. You know, when we watch the fight, and I know I've asked you before, you don't watch the fight, your eyes and ears are Tom, Abel, and the comments you hear. When you hear the comments say you didn't go to the body enough, what do you think of that? Do you think that's true? Because you were the one in the ring with him. Я даже не хотел бы назвать это реманшем или реваншем. То есть это второй бой. Я ожидаю от него, что он будет гораздо интереснее, гораздо лучше. И все, что люди говорят о том, что я не доставал до тела, либо это, конечно, каждый имеет право на свое высказывание, но, наверное, люди видели, что в первом бою у нас у обоих мало что получалось. Да, и я думаю, мы оба сделаем большие выводы, проработаем этот момент, и второй наш бой будет намного интереснее и зрелищнее. Okay. And you know how when they always say you're the A side and the B side, with the first match, like you said, we all know what we saw, and it got tainted by the judges. It was a great show, but everyone talked about the judges' cards. Now with this one, the fight hasn't even happened, and it's already tainted by this news. With that going in, do you feel now that you could be the A side? I mean, that's really the promoters, what they say, and how people visualize. But how do you see it now? Just do you see that you have a little bit of an advantage now? Because this news could possibly, it's hurt his image, period. Whether it's true or not, it's an asterisk on his biography. In whenever you look up clenbuterol, when you look up Canelo versus Triple G, do you think that has kind of helped you?
Можно, да, говорить об этом, но я бы не хотел, то есть сторона А, сторона Б, то есть я считаю, это вообще неправильно, некорректно, это люди как хочет, так и понимают, кто как говорит, то есть, допустим, кому как удобнее. Есть другое понимание, есть понимание чемпион, есть понимание претендент. В данный момент я не чемпион, и мне не интересно, там, кто как считает. Его сторона будет называть его стороной А, моя сторона будет называть меня стороной А, то есть это нет. Здесь немножко другой план. Я бы хотел бы, например, на своем примере показать многим спортсменам, что мы как профессиональные атлеты, мы за честный спорт и за чистый спорт. И я хотел бы, чтобы спортсмены, вот как в данной ситуации, заляпанная репутация судьями, заляпанная репутация тестами, что если так получится, что мы будем боксировать именно вдвоем, то победитель будет только один. Да, и просто это сейчас самый большой пример для многих фанатов спорта и для многих вообще людей, то есть кто связан с этим боем. То есть надо показать именно справедливость, надо показать именно честность и уважение именно к болельщикам спорта и именно к боксу. Yeah, because I mean, to the fans that people don't understand what clenbuterol is, it is a steroid, but it's not, it's an anabolic agent. So if you guys haven't researched it, it is a cutting agent. It doesn't bulk you. So if you're thinking Canelo took this to bulk up because he's not a natural 160 like Gennady is, it's not. It's to lean out, but to keep the muscle. I'm not saying Canelo took it, not at all, but that's what clenbuterol is. But, oh yes, and also when you say the clean sport of boxing, it's not only used in boxing, it's used in soccer, football, cycling, well, bodybuilding, obviously, that's what people know. So it's unfortunate with the biggest fight that's happening this year for the biggest rematch that we've all been wanting to see, it's tainted, and that's the hard part. So that's what we're trying to get across, that for you fans, we want to make sure it's the sport that you guys have always loved and watched, and not to be tainted by the sport because of someone doped. That's pretty much it. Okay, now lastly, I know we're going to wrap this up because we get to see White work out later. Can you just tell Ring TV fans, your fans, come May 5th for that rematch in Las Vegas at T-Mobile Arena, what do they expect to see of you in that ring? And hopefully win, be that champion. Я хотел бы, конечно, пожелать бы всем болельщикам и не болельщикам спорта, чтобы они оставались здоровыми, а те, кто любит спорт, те, кто занимается спортом, те, кто смотрит бокс, чтобы они приходили, смотрели этот бой, так как этот бой, наверное, самый большой именно в мире бокса сейчас, и чтобы они оставались при своем мнении, чтобы не поддавались тому, что пытаются навязать, то есть были честными самими к себе. Well, you know what? This fight, Cinco de Mayo, as of now, you have a lot of Mexican fans too, and it's Cinco de Mayo in Las Vegas. Oh my God, it's going to be bananas. Well, thank you so much, Gennady, for taking the time out of your busy schedule. I know you're in the fight of your life right now. Make sure you guys tune into his show, Cinco de Mayo, on HBO pay-per-view. We got Gennady versus Canelo, the rematch. All right, guys, I'm Cynthia Conti with Gennady Triple G Головkin. I'm Cynthia Conti for Ring TV. See you guys at the fights. Bye, guys.